Самка леопарда рожает редкого детеныша, а через несколько минут происходит чудо. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! Сухие леса Арвалийских холмов в разгар жаркого сезона тянулись бесконечно. Пейзаж казался величественным, но суровым, полным пыли и палящего зноя. Самка леопарда по имени Чандра жила одна, вынашивая в своей утробе двух маленьких существ, которые вот-вот должны были родиться. Тяжелый живот делал ее движения неуклюжими, гораздо менее стремительными, чем раньше, и охота становилась чрезвычайно трудной. Однако материнский инстинкт подталкивал Чандру к ее тяжелым шагам вперед, в одиночестве. В ее усталых глазах все еще теплилась слабая надежда защитить жизнь в своей утробе. Однажды, в знойный полдень, она заметила самца леопарда по имени Рави, который склонился над только что убитым оленем. Едкий запах крови вызвал спазмы в ее пустом желудке, и Чандра, движимая голодом, безрассудно приблизилась. Рави яростно зарычал, его глаза сверкнули, словно предупреждая чужака. Свою территорию и драгоценную еду он защищал до последней капли силы. Но Чандра продолжала двигаться вперед. Ее сердце колотилось, она надеялась добыть хоть немного мяса, чтобы восстановить силы для себя и малышей. В следующее мгновение Рави ринулся вперед, словно буря, атакуя с яростной и свирепой мощью. Чандра попыталась увернуться, но ее тяжелое тело оказалось слишком медлительным. Острые когти разодрали ее спину и бока. Гневный рев прокатился по лесу, заглушая даже шорох сухих акаций, сквозь которые прорывался горячий ветер. От боли Чандра резко развернулась и бросилась прочь. Кровь стекала по ее шерсти, оставляя след. Ее сердце бешено билось, страх охватывал каждый шаг. Лапы дрожали, когда она покидала опасную зону. Рави равнодушно вернулся к своей добыче, оставив израненную Чандру позади. Она бежала, пока не истощилась. Ее дыхание стало прерывистым. Затем она пошатнулась и рухнула на сухую землю. Каждое движение вызывало новую боль. В сгущающейся темноте она застонала. Ее слабое дыхание отдавалось эхом, словно последний вздох. Над ней закружились стервятники, ожидая ее конца. Зверь был полностью истощен, но Чандра все еще держалась. Ради хрупкой надежды, ради двух маленьких жизней в ее утробе. С наступлением ночи Чандра брела по холмам. Ее тело сотрясалось от отчаяния и мучений. Голод разрывал ее живот, но сил охотиться уже не было. Каждый тяжелый шаг приносил бесконечную боль. Наконец она нашла приют на высоком скалистом холме, пытаясь укрыться от птиц, круживших в небе. И тут ее живот пронзили сильные схватки. Боль заставляла ее стонать без остановки. Слабый звук эхом разнесся в тишине ночи, полный отчаяния. После мучительных минут агонии Чандра родила двух слабых, маленьких детенышей. Сил хватило лишь на то, чтобы лечь рядом и накормить малышей остатками молока. В ту ночь она закрыла глаза от усталости, но ее уши все еще слышали каждый крик детенышей. С рассветом Чандра попыталась подняться. Ее ноги дрожали, будто вот-вот сломаются. Она сделала несколько слабых шагов и снова рухнула в пыль. Два детеныша жалобно закричали, ища защиты у тела своей матери. Сухой ветер дул с холмов, его холод усиливал дрожь Чандры. Она подняла голову и стала нежно вылизывать шерсть малышей, будто даря им последнюю любовь. Ее глаза тяжело закрылись, дыхание стало рваным. Пятнистые раны продолжали сочиться желтым гноем, распространяя запах по всей округе. Они втроем сбились в кучу на бесплодном холме, ожидая своей жестокой участи под палящим солнцем.
Надежда на выживание стала такой хрупкой, как маленькое пламя, мерцающее во время шторма. В это время молодой рейнджер по имени Арун, патрулируя местность, заметил странную фигуру на далеком кургане. Он поднял бинокль, и его глаза расширились от ужаса. Перед ним предстало душераздирающее зрелище. Слабая леопардиха лежала без сил, рядом два крошечных детеныша. Арун понял, что каждая секунда важна. Его сердце сжалось от жалости, он не мог отвернуться. Он быстро схватил рацию и вызвал помощь. Его настойчивый голос разнесся в напряженном воздухе. Спустя 30 минут на пикапе прибыл другой рейнджер — Каран. Он привез транквилизаторное ружье и медицинские наборы. Они координировали свои движения, осторожно приближаясь, наблюдая за каждым движением Чандры. Анестезирующая стрела вонзилась ей в плечо. Она тихо зарычала и постепенно потеряла сознание. Два детеныша жалобно закричали от страха, прижались друг к другу, ища тепло и безопасность. Рейнджеры аккуратно собрали их в специальный ящик, избегая паники. Чандру уложили на брезент и перенесли в пикап. Вся команда немедленно поехала на станцию рейнджеров. По прибытии ветеринар доктор Шива сразу начал обследование. Глубокие раны тщательно промывали и дезинфицировали. Гной очищали из каждой области. Некротизированную плоть удаляли, чтобы остановить распространение инфекции. Чандре ввели сильные антибиотики и подключили внутривенные жидкости, поддерживая ее слабую жизнь. Тем временем двух детенышей разделили и поили молоком из бутылочек, чтобы они набирали силы. Атмосфера в процедурном зале была напряженной. Все взгляды были прикованы к каждому действию врачей. Рейнджеры и ветеринары молились о чуде. Звук медицинских приборов бил ровным ритмом, сигнализируя, что жизнь все еще сохраняется. После долгой ночи Чандра медленно открыла глаза. Ее взгляд был потерянным, но в нем теплилась надежда. Она увидела, что два ее детеныша в безопасности, и ее сердце наполнилось силой жить дальше. На следующий день Чандра начала есть маленькие кусочки мяса, восстанавливая силы. Ей принесли детенышей, чтобы выкормить. И это дало ей новую мотивацию. С каждым днем ее здоровье улучшалось. Ее мех снова начал блестеть. Через 3 дня лечения Чандра смогла подняться и ходить, хоть и неуверенно по клетке. Ее глаза снова засияли жизнью и решимостью защищать малышей. Неделю спустя Чандра и ее детеныши были переведены в просторный полудикий вольер. Тихий рык раздался, когда они побежали под голубым небом. Рейнджеры улыбнулись, их глаза сияли. Они стали свидетелями чудесного спасения. А потом, одним ясным утром, пикап перевез Чандру и ее малышей на просторы Арвалийских холмов. Дверь распахнулась, Чандра выбежала на свободу, два ее детеныша следом. Эта сцена свободы озарила все вокруг. Радость словно разлилась по земле и небу. Арун и Каран стояли и наблюдали издалека. Их сердца были полны неописуемых эмоций. Они знали. Природа подарила Чандре и ее детям драгоценный второй шанс. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.